Ну что, мои дорогие друзья, надеюсь, вы успеваете просматривать все публикуемые мной на канале видеоролики, так как сегодня вас ждет новый, интересный и мега полезный выпуск, который посвящен одной из топ-3 самых любимых игр по версии сообщества gamefy.org, который, как вы уже заметили, исходя из названия данного видео, называется Heroes Land. Скажу сразу, что Heroes Land – это ролевая игра-головоломка в жанре Match 3 с уникальной моделью двойного игрового процесса, сочетающего в себе как традиционный режим игры P2P, так и режим блокчейн игры P2E, присоединиться к бета-тестированию которой вы сможете уже прямо сейчас. Отмечу, что для этого вам достаточно будет выполнить ряд небольших действий, помогающие вам настроить эту бета-версию игры на свое устройство, будь то ПК с системой Windows или же macOS, либо же смартфон на базе Android. После чего вам необходимо будет подключить свой кошелек MetaMask, перейти на тестнет Binance Smart Chain и поэтапно, шаг за шагом, выполнить все необходимые действия, чтобы всецело погрузиться в саму игру. Зацикливаться на этом я сейчас не буду, так как сделать все это вы легко сможете уже и самостоятельно по ссылке, указанной в описании. А пока я рада буду вам продемонстрировать саму игру, которая, как мы видим, встречает нас не только своим красивым исполнением, но и захватывающим игровым процессом, начать который вы можете, расположив по своему желанию своих имеющихся героев, которых вы, кстати, я напомню, получите бесплатно при распаковке коробки, чтобы протестировать бесплатную бета-версию игры. Как видите, в моей коллекции героев присутствует сразу два героя эпик уровня, два редких героя и один необычный герой. Безусловно, у каждого из них есть свои характерные отличия по здоровью, силе атаки и защите, какие важно будет потом учитывать при участии в сражениях. Но так как я в самом начале, то слишком сильно акцентировать на этом внимание не вижу смысла. Поэтому нажимаю на карту, выбираю первый уровень игры и расставляю героев хаотично, не придавая пока этому сильное значение. И приступаю уже к самой игре, где, как мы видим, перед нами открылось не только само поле боя, но и та самая головоломка, при решении которой мы сможем аккумулировать свои силы и наносить урон по противнику. Скажу сразу, с первой игрой все шло крайне медленно, и мне понадобилось немного времени, чтобы понять принцип действия и взаимосвязь между всеми этими цветными элементами игры. Как бы там ни было, методом проб и ошибок, я все-таки одержала победу в этом раунде и заработала свои награды. Останавливаться на этом мне не хотелось, так как игра действительно занимательная и хочется уделить ей чуть больше своего внимания. Во второй игре я решила сделать уже рокировку игроков и в первый ряд поставила самых сильных героев, чтобы при нанесении ранений от противника они могли выстоять как можно дольше. Надеюсь, мой план сработает, и я вновь одержу победу. И перед нами вновь появилась головоломка, которую нам предстоит решить. Кстати, я обратила внимание на тот факт, что мои герои соответствуют всего 3 цветам, доступным из 5. И когда я активирую не тот цвет, то ничего на поле боя не происходит. А когда же мне удается сложить 3 и более значка одного цвета, то происходит мощная атака моими же героями на противника. При этом выгоднее всего делать объединение 4 и более значков одного цвета, так как после этого появляются какие-то улучшенные значки, которые позволяют не только увеличить наши силы героев, но и шансы на победу. Как видите, у меня неплохо получается, хоть я и не сильна во всех этих головоломках. Уверена, что среди вас найдутся настоящие профессионалы, которые смогут использовать все имеющиеся данные куда более рационально и добьются победы значительно быстрее меня. Но как бы там ни было, еще одна победа находится у меня в кармане. Возвращаясь же к особенностям Heroes Land, хочется отметить, что помимо PvE игры, вас ждет еще и создание собственного клана, захват новых земель, прохождение всевозможных квестов, ну и, конечно же, PvP-игра, в ходе которой у вас появится отличная возможность напрямую соревноваться с другими игроками и в ходе побед получать по 5 PvP энергии за свое участие. Однако помимо энергии, игроки смогут также зарабатывать еще и внутриигровой токен под названием HALA,
который они смогут впоследствии использовать как для всех последующих игровых платежей, управления, вознесения, призыва и стейкинга, так и на покупку других NFT-героев, что, как по мне, уже звучит крайне здорово. Тем не менее, токен HALA не единственный внутриигровой токен в рамках Heroes Land. Дополнять его будет еще и токен HLS, который игроки также будут зарабатывать в ходе игры, и использовать его смогут уже для собственного перехода на более высокие рейтинги в игре. И да, если у HLS будет неограниченный запас, то токен HALA наоборот будет создан с ограниченной эмиссией, равной всего лишь 1 миллиарду токенов, распределение которых мы легко можем увидеть прямо на главном сайте в разделе «Токеномика». Что же касается самих героев, то, как я уже успела сказать, все они будут представлять из себя NFT-персонажей, приобрести которые можно будет уже в самое ближайшее время. Всего же в рамках Heroes Land будет существовать 50 героев, каждому из которых будут присущи свои уникальные качества, способности и силы, представляющие собой огонь, лед, природу, тень и свет. А еще герои будут делиться на 6 классов, среди которых, как мы видим, будут рыцари, барсекерс, волшебники, лучники, убийцы и воины. Узнать же более подробно о которых вы сможете уже и самостоятельно, углубившись в детали доступного white paper, ссылку на который вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. Собственно, как и на сам сайт и все официальные соцсети Heroes Land. Ну а сейчас, дорогие друзья, рада вам сообщить, пожалуй, самую главную новость данного видео, которая посвящена самому большому событию, проводимому от Heroes Land, в ходе которого у вас и ваших друзей будет отличный шанс выиграть призовой пул в 10 тысяч долларов, который будет включать в себя розыгрыш легендарного джекпота с призом в 500 USDT и один легендарный NFT-герой, принять участие в котором смогут все пользователи, имеющие хотя бы одну бронзовую медаль и пригласившие по своей ссылке хотя бы одного реферала. Вторым не менее приятным призом будет также розыгрыш USDT и Binance NFT коробок, заполучить которые смогут уже те пользователи, которые смогут занять верхние позиции в таблице лидеров среди участников, пригласивших максимальное количество рефералов. Ну и, наконец, полученные вами медали вы также легко можете конвертировать в билеты и использовать для вращения колеса удачи, чтобы получить один из 24 тысяч призов. И да, это беспроигрышное колесо, поэтому, имея при себе даже один билет, вы сможете получить свою заслуженную награду. Кстати, ознакомиться с призами колеса удачи вы сможете в представленной ниже таблице. Собственно, как и прочитать условия о том, как приглашать и собирать медали, необходимые для участия в данном событии. Так что, дорогие друзья, для кого данная тема актуальна, не теряйте время зря, так как продлится данное событие всего 2 недели. И уж поверьте, заполучить такие классные призы захотят очень многие фанаты Heroes Land. Ведь популярность Heroes Land очень быстро растет, причем не только за счет активного комьюнити, но и за счет многочисленного партнерства и сотрудничества со многими представителями блокчейн-индустрии. Ну и, конечно же, за счет предстоящих событий, а именно финальной бета-версии игры, IDO и предстоящего ICO, узнать о которых более подробно вы сможете уже и в частном порядке, подписавшись на доступные соцсети Heroes Land. Поэтому имейте это в виду. Что ж, а на этом у меня все. Ставьте лайк, если видео оказалось для вас полезным, и пишите в комментариях все то, чем вас удивил или же поразил Heroes Land. А с вами, напоминаю, по-прежнему была я, ваша криптоледи. Всем удачи и пока-пока!